Да, тем временем мы уже готовы. И да, уже переключаемся на игру. Hello, everyone. How's it going? I hope you're doing well. GDQ, chat, everyone, looking whenever you're. Да, прекрасная игра Eternal Darkness на And I'm японском here, your языке. runner, Pandora, and I'm И presenting Пандора you Джейн, который очень первый раз for the выступает first на time at a GDQ. GDQ with a very, very interesting category. Any А, percent no концовка cuts in все-таки V. storage. But I'm not alone. Sorry. So I'm gonna Ну present да, to you my бегать будем на Wii, couch. но изначально So игра we выходила have Big на No-No. именно на GameCube. Ну да, именно на нем я ее запускал. Да. Then we have 15 лет Gibber. назад. Да, Hi, да, I'm да, да, Gib да. Girl. I've run this game a few times. And we have Casmac Demon. Hello, I'm Kaz. I speedrun. Да, там два комментатора на диване, так сказать, сидит. All right, so we're gonna tell you all about this game, but first, let's start. So, И без долгих объяснений мы стартуем. 3, 2, 1, go. So, anyone, tell me, what is this game about? Well, Док, а у тебя сколько там времени сейчас? 8, 9, the 10. intro plot А, here, нет, стоп, 20, 21, 22, kind of the main 23. character. Понял, Четыре. нормально. There's going to be a bunch of characters that we 25. explore through the game. Ага, Right всё. now, she's experiencing a nightmare. She's going to wake up and she's going to find out. Так, that первая her комната, нам, killer по сути, was killed, надо просто in пережить mysterious fashion. нашествие His, face нежити. was just gone, missing a head. No one knows what happens, so she has to go to her grandfather's mansion Ничего in Rhode Island сверхособного. and try to figure Да. out what Выделяющегося. exactly went on. Through the course of the game, we're going to find a book called The Tome of Eternal Darkness. Наша главная героиня просыпается как правильно меншин переводится, в поместье своего дедушки, и обнаруживает то, что он погиб, и должна сейчас понять, что вообще произошло. Да, вся игра вообще посвящена тому, что мы расследуем убийство деда. 3:33. И это является основным синопсисом. А сейчас выставляем время на 3:33, чтобы открыть потайную дверь в поместье. Там мы обнаружим книгу, которая и будет основным повествовательным инструментом этой игры. Эта книга называется Tome of Eternal Darkness, то есть том бесконечной тьмы, и книга сделана из костей и человеческой кожи. Всего у нас в игре будет 12 игровых персонажей. Каждый раз, находя новую часть этой книги, мы будем играть за одного из них, за одного из прошлых владельцев этой книги, и будем таким образом узнавать историю того, что вообще произошло. Сейчас вот мы играем за легионера, который, собственно, окажется главгадом игры. Спойлер? Да, спойлер. Но... Так безжалостно. Сделан, то сделан. Так, давайте сделаем правило, то что игре, которой 20 плюс лет, можно спойлерить. Но я думаю, ей 20 неполных лет. Отлично. Спасибо за поддержку. В игре есть очень нетривиальная механика, которая как раз отображает наш рассудок, и каждый раз, когда мы видим какое-то происшествие жесткое, то есть там смерть или что-то в этом духе, то у нас падает уровень рассудка. И это чревато тем, что наш герой перестает мочь использовать какие-то умения, оружие, он может внешне меняться, могут отключаться контроллеры, игра может закрыться, это все предусмотрено самой игрой. Мы находим 3 руны, 3 куба, и вставляем их в соответствующее отверстие. Да, вообще они отвечают за каждую, так сказать, характеристику. Красный — здоровье, синий — манна, зеленый — секрет, как сказал раннер, и последний фиолетовый — это как раз-таки рассудок, или же Sanity.
А вот док сказал, зеленый секрет, у нас будет возможность использовать магию, вот как раз зеленую, и она будет подсвечивать, где находится решение на какую-то загадку, секретные предметы, все вот это. Такое небольшое разъяснение. Проходим сквозь портал, и мы сейчас подходим к 3 артефактам, выбираем один из них, и сюжет, собственно, двигается дальше. В катсцене происходит обвал на этого легионера, и какая его дальнейшая судьба. Но нам известно, но вообще неизвестно. И находим еще один отрывок из Тома Вечной Тьмы. Играем за нового персонажа. Всего в игре будет 12 персонажей. Только вот не помню, это включая главную героиню или нет? Здесь вообще будет довольно, как сказать, такая секция, где нам надо будет подгадывать тайминг, чтобы попасть в цикл определенный. Инверсия момент. This is Elia. She's exploring a weird tomb, basically. Здесь игра нам делает акцент вот на этом пьедестале со свечами. Он в дальнейшем появится у основной главной героини, которая находится в настоящем времени, что придает мистичности происходящему. She missed it just a little bit. The timing window on that can be a challenge. I actually got it. Oh, you got it? Yeah. We got the cutscene merge. Вот как раз мы крадемся, чтобы попасть в цикл. Это будет использоваться в этом сегменте еще много раз. Ну вот опять, как раз вот с секирами. Секция. And so we did that, finished the zombie during one cutscene, triggered the cutscene of the zombie, and then both cutscenes happen at roughly the same time. The trick's so good, you don't even know if they got it. Yeah, exactly. Here you can also do a version of that. И сейчас нам открывается дверь, за которой, по-моему, будет посох, который нам в дальнейшем понадобится. I avoided for this time, because don't worry, we're gonna have invisible characters later. What you might be noticing is that every now and then Pandora or Ellie. Я да, согласен, что странно, вполне вероятно, что ран происходит на Magic and Sanity also has a fourth property called Stamina. There's no bar for it, but you'll notice that if you run long enough, your character. Я, насколько знаю, она вот ранит на V, потому что у нее на саркоме тоже указан V. But we also need to recover stamina to do that properly. And it turns out that when we're sneaking, that slow type of movement, you actually gain double the amount. Вот, как раз бежим за посохом, нам показали место, куда его надо будет вставить. Еще одна секция с ловушками. Впадаем в цикл. Governing stamina is going to be really important throughout the run. Еще можно сказать то, что у нас здесь есть такая механика, как отмена анимации открытия дверей, но сейчас дверей нету, а вот в самом начале... Еще могу отметить то, что гайд, который написан на спидран.коме, он очень подробный. Там говорят, что когда нажимать, прям для каждой комнаты. Чуть ли не пошагово. То есть гайд прям очень хороший, подробный. And he's going to spend about 2,000 years trying to summon his ancient, whichever artifact you chose that corresponds to. And Mantarok was trying to interfere, basically, and he's going to be trying to pull strings behind the scenes to affect fate and influence these characters in a way that benefits him. But none of this is really apparent in the speedrun, obviously. Play the game, check it out, it's very fun. He's imprisoned. Мы только что могли наблюдать гигантскую массу. Это Мантрок, который заточен в тюрьме. Да, это как раз один из древних, которому
легионер, за которого мы играли в прошлый раз, будет служить. Ну, мы вставили посох, еще одна секция с ловушками. Проходим ее. Вообще, по-моему, очень интересная идея сделать настолько много играбельных персонажей и все это в такую кавалькаду превратить из многих историй, которые в конце объединяются в одну. Конечно, не все истории одинаково сильны, но само по себе явление интересное. А также можно сказать то, что разработчики вдохновлялись лавкрафтовской мифологией, но при этом привнесли много своих существ. And the first thing you will see is how the knowledge transfers to Alex. So Alex is gonna see this puzzle right here. She's gonna remember, oh, Elia solved this candle puzzle. Now I can solve it myself. Just a quick reminder to save before Anthony. Thank you. Yeah, chat. When Anthony's chapter is ending, Вот как раз те свечи, о которых ранее упоминал. И нам открывается еще одна часть Тома тьмы. В игре очень много различных загадок, неравномерно сложных, то есть где-то полегче, где-то посложнее, но ничего прям нерешаемого нет. Особенно для человека, который не в первый раз проходит. Да, да. Находим Гладиус, это позволяет нам найти еще одну страницу, и сейчас мы будем играть за монахом. And here it is, Anthony. Вот мы видим So келью. Anthony is a messenger. He needs to deliver a message to Charlemagne, the actual Charlemagne, because this game is kind of Открываем гроб, видим труп. Everybody knows, you know, И в дальнейшем нам надо будет, по-моему, урну собрать. Вы еще вот ожидали увидеть. So, yeah, just completely non-fictional. So, Anthony... He's been told, don't look at the message. This is very important. You are not supposed to see it. But Anthony это на самом деле and he actually gets a curse. And so игровой персонаж, который немножко оказался под порчей после того, как мы увидели этот труп в гробу. И еще во время своих ранов Пандора Джейн говорила то, что у нее очень много ресетов происходит именно на Энтони. Да, и только что мы могли наблюдать коридор, в котором каждый персонаж может поднять себе том Eternal Darkness. И он на самом деле существует вне времени. Туда все попадают. Все владельцы. Да. Насколько помню, игра будет непоследовательной, то есть не так, что мы из прошлого двигаемся сугубо в будущее, то есть мы где-то можем играть за персонажей, которые живут в Средневековье, кто-то живет в древности, то есть не так, что все ближе и ближе к настоящему. Видим зомбака, в котором находится одна из частей предмета, который будет нам сюжетно нужен. And you can actually defeat some parts several times if you don't cut them. That's what we do right there with the fist. Да, у нас боевая система начинает быть показана. Да, мы можем бить по разным частям монстров. Также мы можем у частей есть такая механика, как мы можем уничтожить одну часть, скажем, это так, и после чего мы не сможем наносить урон в эту часть, но монстр все еще будет живым. Именно для этого но мы можем дамажить ее, продолжать, если мы ее не отрежем. Именно для этого мы продамажили сначала кулаком, а потом продамажили мечом. И еще добить в голову. Иногда бывает такое, то, что мы можем попасть сразу по нескольким частям, но это удается крайне редко. То, насколько понял из непосредственно VR раннера. Это происходит настолько редко, что это скорее даже погрешность.
And you can actually freely mix these runes together to make spells before you even get the scrolls. Now we're about to see the first skip that was discovered in the game, what we call the Urn Skip. Normally you have to Также в игре есть система магии, но она очень многосоставная. Чтобы начать применять магию, нам надо собрать несколько рун, и потом еще расшифровку для них, чтобы и персонаж понял вообще, что это такое. Да, у нас сейчас на экране происходит первый скип. Обычно мы должны там заполнить урны водой, там и так далее, но это все не важно, потому что мы можем просто взять, задамажиться в эту комнату от монстра сразу же, что позволит нам скастовать спелл, и благодаря чему мы сможем войти в катсцену и вот так вот накидать чуваку в капюшоне в спину заранее. Да, под епископом Энтони становится не очень хорошо. Но это уже почти конец секции за Энтони. Тут осталось буквально немного. And we're going to set up its first part right here. So when you pick up items in this game, you do it in 3 stages. One is the zoom that we discussed earlier. Second is an examine that brings up a text box. Да, вот еще один скип, даже на VR получился далеко не с первого раза, с попытки с 4-5. Если честно, не очень понял, что он пытается здесь сделать. And she's going to have to get this all the way to the end of Anthony's chapter. And if she does this successfully, then we'll be able to save this and use it later during the actual skip. Oh, that was so fast. Оно получилось. А это самое главное. Мы соскипали пару минуток. I'm sorry, no. Yeah, go ahead. No, I'm sorry. I'm sorry you didn't have much time to explain that. Ну, сейчас у нас такая немного лабиринтовая секция. Как видите, уровень Sanity уже упал на 0. Это не очень хорошо. Теряет свое лицо. Like any bad B-prom, I'm gonna lose an estate I have that I need for later. Alright, now Pandora's about to do another small skip. Normally Anthony runs into this big monster called the Horror in this room. She's actually storing the B prompt from that bookshelf, using it to do an attack while in that state. Да, и тут, кстати, у нас небольшой скипосик, который позволяет нам скипнуть полоску с текстом на этой книжной полке. Благодаря тому, что мы атакуем и выходим из триггера, в момент того, как мы активировали эту книжную полку, мы можем это скипнуть и выйти. Да, и вот конец как раз секции за Энтони. И мы сохраняемся. Да, сохраняемся и сразу же загружаемся. Запомните, что мы это сделали, а в будущем это понадобится. Просто заложите это в башку. Следующим нашим персонажем будет Карим. Yeah, sure. We've got $10 from Leone И and зачитывают донаты. 19. They say this one goes to the GDQ Tech Crew's choice. What with the Eternal Darkness's fourth wall breaking shenanigans, hopefully nothing in the game scares them too badly. Aww. Thank you very much for that. Yeah, those fourth wall things really messed me up. Oh, the bathtub scene? Oh my god. Right here, we also see some of that mini Metroidvania concept that the game operates on. Alex actually has that key much earlier than at this point in the game, but if you just go up to that door in the second floor and try to use it, it just breaks. И вот, собственно, Карим перед нами предстает. Здесь прям чувствуется такой вайп первого Принц Персии. Но не самого оригинального, вот, который Sense of Time. И Карим, на самом деле, очень долгий персонаж, с которым мы долго будем бегать. И он, на самом деле, очень сильный.
и хорош для спидрана. Да, но стоит отметить то, что Карим далеко не самый долгий персонаж. У нас будут, по-моему, 2 персонажа, за которых мы будем играть дольше. Kind of fight your way through the chapter, taking masters down left and right. Others, like Max or some characters that we might not even be playing in this run, катакомбам, are much забираем tougher. нужные They're нам предметы. slow, and you really want to avoid fights as much as possible. Okay, so we're gonna see some enemies here. We already saw one of them on the previous chapter, but we didn't have that much time to talk about it. These are the trappers. Trappers are friends. They just wanna hug you, but they hug you for Эти жучки на земле, они на самом деле не враждебные. Они просто хотят обнять нас, но обнимают они достаточно долго, потому мы их очень хотим избежать. Краб референс. Okay, another safety save here. We're gonna prepare for horror skip, so if any of you can help me with that. Yes, so as we saw in Anthony's chapter, actually getting one of Вот как раз с помощью удара мы отменяем анимацию двери. Actually takes quite a long time because of this long cutscene of them slumping down to the floor and giving you the rune. So what Pandora is going to do here, she's going to do Мы оббегаем немного за спину, чтобы попадать по предмету. И вот, собственно, мы взяли 3 руны и изучили какое-то заклинание. Да, риск, пока мы делаем этот скип, ну, он такой небольшой, софтлок игры может случиться, если не получится. У нас все получилось, что и здорово. Именно для этого нам нужен был этот сейф обязательно. Но он не понадобился пока что. И сейчас мы получим в себе самое сильное оружие в игре. Именно самое сильное милишное. То есть оружие-то у нас посильнее есть, но вот именно из милишных это явный фаворит. Потому что в дальнейшем у нас в игре будут и шотганы, и другой огнестрел. И он, конечно, будет наносить больше урона. Но, как вы понимаете, во времена Карима такого еще не было. The goal here is to see as many rats as you can. Or as I like to say, may the cats need your thighs. Очередная катсцена. Скипаем. Okay, now we're gonna switch to the Ramdao actually. And we're gonna be able to also kill these guys on one shot. No. Now I'm doing a little recovery, and now I need to do a no magic message. So a no magic message is you spam magic, like spells, until you run out of magic, and then a message pops in. And if you can like hold that message into a cutscene, then you can use the message to pause, and you can pause to recover your movement. So right there, I actually moved. У нас всплыл текст, и это триггер для раннера, что нам надо стать в определенное место для того, чтобы оптимизировать свой мувмент. Да, там мы не могли этого увидеть, но да, раннер передвигался в момент катсцены. So right here, there might be a trapper, so I need to sneak a little bit. Trappers don't actually see you, they only hear you. So there's gonna be some spots where I'm gonna sneak or do other walking techniques. Да, и как раз нам говорят то, что когда мы идем медленно, крадемся, это один из важных элементов игры, потому что он помогает подстроиться под общие циклы того, что происходит в комнатах. И вот, собственно, Карим обнаруживает том Вечной Тьмы. In this hallway, there's going to be a barrier, and that'll allow her to move behind the barrier as it spawns. So normally you're supposed to wait for these waves of enemies to cross the barrier, and then you fight them one by one. But what she's going to do is going to fight all these behind it,
as the barrier is up. Да, и сейчас у нас So the goal достаточно here is забавная to clear the enemies in a very specific sequence. She's planned all this out. забавный скипос, благодаря тому, что мы в определенный момент сделали определенные способности, скастовали, мы получаем возможность попасть за вот этот барьер. Вообще мы должны были быть с другой стороны и ждать, пока волны все заспавнятся, на нас выйдут. Но благодаря тому, что мы находимся прямо на их спавне, мы можем позволить себе их убить быстрее. Да, и всего 4 волны этих врагов. Yeah, we got a little bit of lag. Not that much though, so that's good. Yeah, Pandora's making this look easy, but this is not an easy fight. There's not a lot of space. It is really easy to get pinned by the zombies. Насколько знаю, вот именно первая волна, она немного рандомная, как эти зомби будут стоять, но нам повезло, они стояли подвое, и мы могли сразу бить несколько целей. He's also making use of animation cancels right here by unequipping the item and then re-equipping it. Basically, it just cancels out the attack animation so you can use the weapon faster. She will use that again much later in the run to really dramatic effect. Yeah, this is why it's such an advanced technique, because to survive this, you really need to have your wits about you and know a lot of backups in case. Двигаемся дальше по сюжету. Because this can really easily result in Kareem dying. Yeah, and right there at the end, I used the no magic message again, so I spam magic right before the last cutscene starts, and then I can use that message to move during the cutscene. Then I cancel it with a trigger, and I can walk into the artifact very quickly. Вот говорит то, что он провел определенные манипуляции с катсценой, где ему дали контроль. Там, где у него контроля не должно было быть. И вот сейчас за новой героиню мы отправляемся на поиски еще одной части Тьмы Тьмы. Видим часы. Достаем ключ. И вставляем Гладиус, который отворяет нам дверь. Alright, so we're gonna get to Max. Max is the first Новый персонаж, Макс. To Alex. Вот он промелькнул на несколько секунд. Yeah, it could be probably like the grandfather of Edward, I would say. Yeah, probably. Такой у нас персонаж. А из-за него нам придется очень много бегать. То есть файт-секций, загадок, ничего такого превалировать не будет, именно в основном бег. От одной точки к другой. Basically, he's exploring his mansion. There's something weird going on. That's the story. You can tell that. Да, ты уже отметил, я полагаю, что огнестрельное оружие наконец-то появилось в очередной раз. Как раз хотел сказать, но рад, что ты подхватил эту тему. У нас новый противник, новый вид противника был продемонстрирован. Just think about the guy who tells Luke stay on target. That guy. Yeah, we actually didn't have time to touch on this, but there are a lot of great voice actors in this game. Вот здесь нам очень важно встать именно в этот угол, потому что так мы можем максимально быстро и эффективно разобраться с врагом. Pandora moves very carefully to get in a specific spot. She wants to shoot the horror in the left arm twice from behind. И снова бежим. Вообще в игре... Этот вот большой чувак, это есть ужас. И все, что сейчас делает раннер, это специальный такой, так сказать, раунд, чтобы зайти ему в спину и выстрелить дважды в левую руку. Первый раз мы наносим двойной урон, второй раз оказывается, что это слабый спот, и это позволит нам нанести еще больше урона, возможно, даже убить. Еще раз сориентируюсь по времени, у тебя вот 33, 34, 35.
go far То есть enough сейчас... until it asks you which item to enchant, and then exit Окей. out. It loses track of the previous spell for tracking if you're moving, so you can just start walking away, and the spell still casts. Да, и вот как раз то, что хотел упомянуть, это с помощью магии мы ее используем сильнее, чем она задумана. С помощью выхода в меню мы быстрее кастуем, и это экономит нам время. Here, Pandora is setting up some shortcuts for spells. We mentioned earlier that you can kind of freely mix. То есть заклинание произносится дальше, но вот сама анимация каста отменяется. Menuing is one of the really important parts about this game. A lot of setups for shortcuts and lots of things that you do in the menu. So I saw a little bit of that there, and we'll see lots more when Pandora gets access to bigger spells. Here's another quick death skip that Pandora is doing. She's going to go down the well, immediately target and shoot a zombie, and come back up. And as a result, she'll kill the zombie, get the rune, and you never see the animation and barely know what. В очередной раз мы должны поверить, что мы получили руну, потому что во время катсцены ее собираем, и мы не видим этого. This one right here. It's like, what is this guy doing? So at this point in the chapter, Max goes below the house and finds out that there's this evil city right underneath his house, filled with the creatures that we're going to see here, the Guardians. And this serves as sort of the first actual boss fight of the game. And also one of the first points where there's a lot of effective RNG on how fast this goes. Yeah, you know, just going to your basement and finding this everyday stuff. Yeah. Yeah, there's a reason Pandora's using the Долго flintlock очень pistols in this chapter. A lot of people will use melee because those pistols are only one shot, but they do a lot of damage. Да, и говорят то, что вот как раз огнестрельное оружие, оно наносит очень-очень много урона. У раннера пока неплохо получается. Не совсем вот понимаю, почему он не отменяет анимацию перезарядки при помощи меню. В дальнейшем это будет использоваться. Особенно на последнем босс-файте. В самом конце игры. И снова отправляемся в настоящее, чтобы встретить своего следующего главного героя. Это будет Линдси. If you actually have more than 50% sanity at the end of a chapter, you just don't get it at all. И здесь есть дверь, которую нам не надо отменять анимацию, потому что это, видимо, приведет к какому-то софтлоку. И находим револьвер вместе с еще одной страницей. All right, we're getting to the arguably the hardest chapter. Очень быстро менюем. And for some people also like casual wise because of all И следующая глава. the traps, the Indiana Jones Путешествие traps. во тьму. Собственно, Линдси. This guy's name is Lindsay. He's basically exploring the same place that Elia was at back in the 80s. Just, you know, наш новый персонаж напоминает Индиану Джонс очень сильно. Да. Это как раз, по-моему, сами разработчики говорили, что это такой своеобразный референс. The zombie's going to latch onto her. She's going to shake the zombie off. It's going to bounce into the barrier and push her into the wall in a very specific location. Но, как вы можете понять, то, что во всей игре у нас будет очень-очень много бега. То есть, наверное, если говорить в процентах, то процентов 70, 75, может даже 80 это бег. Еще сколько-то, наверное, процентов 10 это менюинг, и все остальное это файты. Ран сам по себе очень оптимизированный, то есть ВР было бы очень сложно побить, потому что вот если не считать рандома в самом начале, то ран почти идеальный у ВР-холдера. Да, и вот мы пытаемся
Не получилось клипнуться через стену. То есть враг нас должен был схватить, и это бы протолкнуло нас сквозь стену. Что сократило бы нам время. Но идем казуально. Еще пришлось время потратить на траппера, что монстр называется. Yeah, it's definitely on the high tier of like difficulty of glitches of this game. One of the hardest tricks in the game. We have a backup though. Вот у меня теперь немного план повествования съехал, так как я делал в Айране удалось клипнуться. Придется вслушиваться в то, что здесь вообще происходит. Да, мэшем, чтобы все быстрее проскипать. Then recover my camera, going through a trigger, and we can move during that cutscene. You're not allowed to usually move during that cutscene. And if you take too much, you're actually gonna see the next part of the cutscene. Мы мэшили очень сильно кнопку B, но если вдруг перемешить, то у нас первая катсцена скипнется. Нет, у нас скипнется первая катсцена, но при этом начнется вторая, которую мы не хотим видеть. So I'm gonna let you people explain that. Oh yeah, well here's another zombie clip. Here we go. Сейчас посмотрю. Интересно, какую ставку поставили на русском. Даже интересно. 35 минут. There is a really specific platform that you're supposed to aim for because there's not a lot of collision back there. Otherwise, you just fall into eternal darkness, if you will. Yeah. There's no way to get back up. И сейчас еще раз постараюсь найти, где мы наконец-то находимся по гайду, потому что очень сильно сбило. Да можно просто подождать, когда будет смена персонажа. Ну да, но здесь очень большая секция именно за Линси, и ждать придется относительно долго, потому что Линси это, по-моему, второй по длительности персонаж вообще среди всех. Поэтому будем комментировать, что видим сами. Находим какой-то амулет. Мне бы, конечно, хотелось побольше поговорить про сюжет, но ввиду того, что игра на японском, тоже что-то прокомментировать относительно этого. Yeah, this time we're gonna be a floating gun. Because yeah. That's something, a little variation, just a little variety. Basically, when you don't get Urn Skip, the gun is a little bit closer. So we're gonna be a flying handgun right here. You think we were playing Control instead? У нас немного меняется управление в этой секции, и надо действовать максимально сейфово. В конце концов, это марафон. Но у раннера все получилось. Alright, so now we're gonna clean the last puzzle, which is the gold one. And after that we're gonna get a sanity effect of Edward talking to Обходим Alex. всех врагов, And that sanity effect I actually чтобы они нас like не it стопали, because не it's вступаем gonna с give me ними, a free соответственно, в minute битву. of no sanity effects. But then after that's concluded, I actually need to start manipulating them. Yeah, there actually is a lot of, То есть он идет по специальному маршруту даже внутри чуть ли не каждой комнаты, чтобы манипулировать врагами, чтобы они появлялись в определенных местах. Но вот не могу ручаться, насколько это эффективный манip. И вот вы могли видеть то, что раннер крался. Это специально, чтобы вот тот большой моб, который был уже 2 комнаты назад, не задержал его. То есть каждый раз, когда мы замедляемся, это вот такой своеобразный манип.
Комната с ловушками. Ходим все светлые участки. Yeah, so explosion is a sanity effect that can happen only once per playthrough, and it starts. The flag for it gets set somewhere around this chapter, and it happens when you try to do a recovery. So. Вторая такая же комната. То есть здесь ничего такого прям сверхинтересного нет. Но здесь очень важны все инпуты. Сразу же ваншотаем врага с нужной нам руной. И проходим сквозь барьер. Nice. So that's a spell in cutscene. So there's some cutscenes where you can actually cast a spell right as you just enter the cutscene, because like with the momentum of the character. That one is in about 8-frame window. You just go for it. If you get it, the spell finishes inside of the cutscene. If you don't get it, как раз еще говорят то, что каст спеллов, он зависит от катсцен, то есть мы можем либо отменить анимацию, либо продолжить, собственно, прочтение определенных спеллов во время катсцен, чтобы не тратить время. It actually only tells you about it much later in the run, but you have the runes to create it in Lindsay's chapter. Keeping pools up is a good way to keep your health up, keep your magic up, and through Возвращаемся в настоящее. Frequent use of those, you can make the game much easier if you so desire. И следующим нашим персонажем будет Пол. Okay, right here. Yeah, go ahead. Now we're about to see Pandora doing the first part, the big part of what we called Edward Skip. Отменяем анимацию открытия дверей при помощи ударов. So what we're doing is doing a free cast of a dispel. Well, we're doing our. Oh, what happened to all your save games? What did you do? Да, у нас сейчас произошел очередной эффект Sanity, или же переводится как рассудок. Ну, в общем, игра сделала вид, как будто бы у нас все сейвы удалились. Но это на самом деле не так, что достаточно клевый эффект. Все сейвы на месте, но очень забавно. They have to make the collision has to go away for that door for Max's ghost to walk in, and so as you're moving as Alex, you just walk on in, trigger the cutscene, and now you've done what you get after completing Edward's chapter. Oh. What was that? It's just Max chilling. Wait, are you doing his stuff? Are your saves okay? Did they get deleted? You need that for Anthony. The one for Anthony, right? Yeah, like I did one right after, I think. Oh, I hope. Actually, we're gonna do one on Paul. I don't know what I'm gonna do about the one on Anthony though, because I lost all of them. I hope they're okay. Yeah. Wow. Do you have like a memory card or something? Yeah, I actually have a backup memory card down here. Oh, nice. So if I'm probably gonna plug that on one of Забавно то, что да, у нас сменился персонаж. И there's some places, you know, on this game you actually run with L. Пандора только что сказала о том, что у нее есть картридж на котором, в принципе, можно вставить, загрузиться и продолжить играть. Yeah, exactly. Okay. Yeah, this guy is Paul. He's a Franciscan monk. He's chilling. He is basically trying to find something called the Hand of Jude. It's like a magical artifact that he heard about. He went on this pilgrimage to this place, and he's trying to find it, but he finds that something is amiss. Seems to be a running theme. And this guy that we're about to see, he's a custodian for the area, and he starts telling them some stuff, and they basically have to find some evidence that things are not what they seem. Yeah, and things are definitely not gonna be normal in this room right here.
this is the first part of a moving in cutscene and setting up, summoning a trapper while I do this cutscene. Then we're gonna pause, use a meditation rod to recover movement during the second part of the cutscene, and then I need to pay attention to this movement right here. I think that's just perfect, so we'll see. If it's just perfect, then I can go just like, may the rats eat your eyes. I am now lost to your cause. Да, сейчас произошел актерское мастерство момент. Excellent timing. Nicely done. Потому что... That is a strat, by the way. I didn't do that for the memes. No, that is an actual strat. I used that speech to align my movement because I'm moving out of camera and it's very tricky movement. So that phrase just happens to be perfect to time out your movement. Мне боты названивают. И тут у нас донатик времени, что означает, что у нас сейчас будет очередная пробежка. Да, внеочередная. Вообще, мне кажется, очень сложно бегать такие игры, где настолько много передвижений по разным локациям. Это какое-то очень необычное сочетание хоррора, квеста и... Даже не знаю чего. Because that spell actually doesn't exist, so that's not happening. That definitely was a sanity effect. That's definitely not happening. Yeah, you don't absorb items in this game, let me tell you. Выбираем книгу и прочие нужные для нас предметы. You have no choice. So. You do? I just look at the world record video and do the same thing. Oh, okay. But no, that's not how you do it. Oh, no. All right, so we're gonna open this thing, this piece of evidence. We need to collect. Да, нам нужно найти 3 страницы. To incriminate a guy that is very similar to Pius and has a very similar name too. Suspicious. И отменяли долгую анимацию открытия при помощи атаки. No, yeah, he was from like 30 BC. That's crazy. That's such a long time. Yeah. All right, so here Pandora is going to use the crossbow reload animation at the door to cancel spell, carry over the animation state, and basically the cutscene doesn't trigger. And this here is Anthony, who we saw before. He is supposed to fight us, but he never really gets up. Yeah, instead he's just having a bad time. Anthony has had a really bad life. And death. Yep. An interesting note here is that Anthony currently has that two-hand sword that he got in his chapter. Насколько помню, в Иране чуть-чуть быстрее получилось. Да, этот файт был с Энтони, персонажем, которого мы играли давно-давно. Если вы помните. Того парнишку, который терял лицо. Okay, so that little walk that you saw me doing right there is because there is a softlock, a possible softlock at the exit of that room. Все-таки его потерял. Basically, we skip a trigger for a cutscene at the beginning of the Anthony fight, but that means the trigger is still there, waiting to be activated. Вторая страница из 3, которую нам нужно найти. But actually, the door prompt is a little bit bigger than the trigger for the cutscene. So if you manage to just be inside that without triggering the cutscene, you can leave. But if you happen to open the door and trigger the cutscene at the same time, it's a softlock. So. То есть во время этой катсцены может произойти софтлок, если мы ее слишком активно скипаем. Which gives you 5-point spells. So we're skipping that entire section, and we're not going to have 5-point spells, which is kind of bad because there's going to be a 5-point barrier coming up. Usually you use a 5-point spell to get rid of it. So to get around that, the strat is going to be to basically there's going to be a skip. У нас, похоже, враг уже был. Подходим со спины и бьем по предмету, который находится внутри врага. Yeah, this time I didn't even go for it because I got very bad animation cancel right there. Мы отменяем анимацию того, как вставляем эти камни. Да, благодаря тому, что мы финишируем катсцену в момент того, как мы убиваем босса, оно все взаимоотменяется.
it's very tricky, so we just avoid it this time. Right now we're looking for bleeding walls, because I want to get bleeding walls. I want my walls to paint themselves. Okay, so if you see any bleeding walls, chat, you just gotta tell me. Wouldn't that be great if you had just paint themselves walls? Здесь вводится какой-то новый термин, как bleeding walls. В твоем ранее этого не было упомянуто. Сейчас посмотрим, что это такое. Может, это вообще какая-то локальная шутка? По-моему, это мем, да. Мем. Хэг. А может, нет. Рофл? Maybe. И все, мы нашли третью страницу. So there's basically 3 minutes with a sanity effect with the bleeding walls, and that prevents other sanity effects from happening. So we don't have to worry about any of that. You know, back then, when this game was almost glitchless, we actually didn't have any of these strategies. И вот сейчас у нас бэктрекинг. Возвращаемся назад. Ой, вот здесь повезло, он сразу 2 врагов задел. То есть здесь надо чуть ли не пиксель-перфект настать, чтобы получилось сразу по 2 врагам ударить. То есть надо и тайминг соблюсти, и свое позиционирование. Не самое простое. First off, thank you so much for the donation. That is in reference to our next run, Kuon. There is a battle which is going to end right at the end of this run for the Yin phase versus Yang phase. There's about a $400 difference, and I have word from the runner that the Yang phase is the one to have, but that's the one that's behind. So chat, help out the runner. Let's get the better one. Let's get the donations in for that. Okay, so now we're setting for this pool right here. Сейчас идут снова минорные скипы, это оптимизация маршрута, то, что мы идем по углам, чтобы не тратить лишние шаги, отмена анимаций. Japanese, why do we run Japanese? Compared to what you would think on many other games. Вот здесь, кстати, когда мы шли по прошлой комнате, довольно непростая секция, потому что камера хоть и не меняется, но у персонажа в какой-то момент меняется направление, и нам надо резко его тоже сменить, чтобы не потерять время. Вот интересно, обратно будет что-то такое? Нет, нормально, видимо, все обратно все нормально работает. And the other thing we should talk about is the difference. Why is this 80% cutscene storage? Can any of you tell me about that? Yeah, so basically there's a trick. Интересно было бы узнать, сколько экономит каждая дверь. Анимацию, которую мы отменяем, можно было бы составить. Только это... Этот скип, в общем, за весь ран сейвит нам времени. Actually, the 80% unrestricted 80% run. Не очень удобная комната, потому что не видно, куда и на кого бежим. Watching cutscenes and doing frame perfect inputs. So obviously, to have a more interesting run, we need to rule that trick out. But that does exist, and it's a separate category in this game. И, по-моему, мы второй раз возвращаемся уже в это место. Yep. With the 5-circle thingy. Yep. So as I mentioned, the 5-point circle is skipped, so there's no way to really dispel this barrier that's coming up. But there's a funny interaction where очень долгая секция за этого персонажа, но мы уже, по-моему, заканчиваем ее. There's actually 2 of these kind of skips that you have to do in this room, one to get in, one to get out. Сейчас ненадолго отвлекусь. Интересно посмотреть, сколько казуально эту игру проходить. The one on the way out is a little bit easier, and I think it looks pretty cool too. Nice. Yeah, there you go. Nice. First try. Казуальная игра проходится за 13,5 часов в среднем. And you can actually get stuck inside of the barrier, and then there's almost no way to get out. Now we're gonna go for second part. We kill 1 bone thief, and then we set up for the next trapper. Send a no magic message to be able to move during this trapper. I'm gonna run here, and during this camera, I'm gonna hold a very specific direction. Вот, да, говорит то, что в этой секции очень своеобразная камера. Управление меняется несколько раз, и раннер по памяти
не видя своего персонажа, управляет им во время кат-сцены. То есть, если раннер где-то ошибется, то наш герой окажется вообще в другом месте, очень далеко от двери, которая нам нужна. Такой скип килловый, отображающий скилл игрока. That guy, it turns out there's a big monster, a black guardian in there to guard the artifact, and he's a lot stronger than Paul, so all you see is one big stomp and Paul goes squish. Rip Paul. Okay, so now we go to Nono. Yeah, normally the next chapter would be Roberto, and that's the chapter we want to skip. So we set up the first part of this during Anthony, and now comes the second part. Basically, what we're going to do here is we are going to pick up this загадка. Находим еще одну страницу. And that causes the game to set a restore point for a cutscene. What we're going to do is we're going to use our save game from Anthony to move that restore point to the tome room. And we're also going to use the get item state that we saved from Anthony to get an item from that room. And by properly manipulating the memory heap of the game, we make it so that the item that we get is the chapter page. Мы сейчас проманипулировали памятью игры, сделали очень много действий, и она дала нам предмет. Oh, wow. Very, very good. Насколько я понимаю, это прям очень пок-момент. Да, игра запуталась и дала нам предмет. Револьвер. Как мы знаем, огнестрельное оружие здесь крайне сильное. Ooh, Trapper. What are you doing right there? I didn't kill you. Okay, we're gonna like relax a little bit. That might actually be. Okay, I'm gonna save preventively. Oh, I can't. I actually need to kill it. Never mind. There you go. I like your friend just hanging around in the background there. Yeah, literally. Okay, I'm gonna wait for change of state right there. I need to be on normal idle state. Вот у нас Sanity сейчас находится, как понимаю, не на самом высоком уровне. Нас по дому начали разгуливать мертвецы. К сожалению, вторник. 13 лет назад. You know, so we're gonna watch a cutscene here to set up the restore point. This will make me warp to this room after I use the piano restore that was talking about. And also, мы будем пытаться сделать скип. Какой-то варп. What we're attempting to do is using my BPROM storage here on a very specific frame that's frame perfect right there. Нет, даже получилось ранее все сделать. Мы варпнулись из комнаты с фортепиано в комнату, где мы читаем вот этот Tome of Eternal Darkness, и сразу начинаем играть за нового персонажа, Роберто. It's really hard to explain just how Galaxy Brain that whole skip is. It's really on another level. We skipped the other chapter later. We talked about this before. We did that just by doing a free cast, and skipping Roberto is so much more technical than that. Yeah, it's a little unfortunate we skip Roberto because there's some really fun tricks in there, such as the Roberto zombie hover that lets him walk over air and everything. But maybe if we could see that in the future, if we were able to say get 100% run into GDQ. И говорят то, что возможно на каком-то будущем GDQ нам покажет 100% ран этой игры. Okay, Peter. What about Peter? Если верить How Long to Beat, то игра становится в 2,5 раза дольше. И интересно, какие были бы оптимизации именно на 100%. Ну, 100%, как понимаю, нам надо было бы собрать все руны, может быть, посетить все комнаты. Что-то вот такое. Okay, so he's a World War I field reporter trying to do some photography of the war and finds himself in an unfortunate situation. Yeah, an unfortunate situation for me. A bounty
look at me. An extra bone thief. А тем временем уже прошло больше половины раундов. We'll see about that. First, we're gonna do a... Oh, okay, that is not bad. Actually, that should be alright. Let me see. Hang on. Мы вызываем I think I can still своего ручного демона, Does that work? Let me just see where my который помогает нам отворить дверь. That cancel scared me a little bit. Okay, so I think this is still alright. То есть у нас там лежало тело, которое не позволяло открыть дверь. И демон помог нам преодолеть эту преграду. They're hugging your walls. Bone huggers. Сейчас довольно долгий меню, потому что нам надо таких 3 кольца заполнить. О, не 3, а 6. 6 колец таких заполнить, и нигде нельзя ошибиться. Basically, one thing about this game is when you summon a monster, it removes the other monster from memory. So just keep that in mind. A lot of this chapter basically is setting up for Это как раз вот были кольца, которые позволяют нам творить различные заклинания. So you probably might have noticed that she saved a little bit earlier right before that trapper too. So keep that in mind that there were 2 trappers that were summoned and there was a save in between. That has to do with later. A lot of this, like I said, is preparation. У меня даже легкая фрустрация от того, насколько часто мы возвращаемся в одни и те же локации. Сложно сориентироваться, на каком мы этапе игры относительно каждого персонажа. Мне не сложно, я не ориентируюсь. Но тебе легко, ты 13 лет назад эту игру проходил. Да. Я помню, как вот это вчера было. Это и было вчера. And the other one is the dispel cutscene. I mean the reveal cutscene that reveals a secret. Может, на меня один из Sanity эффектов наложили. Мне кажется, что 13 лет прошло, на самом деле. And that's why we got that wacky camera after that. So the rifle right here, we don't usually get it for speedrun, you know? Like, we don't really need a rifle. Or I guess we need it for this one, вообще, setting up for something. Нам далеко не обязательно брать вот эту винтовку, но в спидране мы будем ее использовать. Right here, I'm gonna attack this zombie. Oh wait, before I'm gonna get a little bit bigger. Oh, this is gonna make the boss so easy. You're gonna look so buff. Yeah, exactly. Oh man. Okay, that zombie, I hate that zombie. Выходим из различных комнат. It's not even in the way, but I just hate Опять же, and then we're gonna wall. Yeah, we're gonna wall through ничего that wall right there. Экстраординарного. All cheating Counter-Strike. Yep. Then on this room we're gonna see another trapper. И он специально вот стреляет по этому трапперу, чтобы он его не заблочил. It's really easy to think you've got a second trapper, but nope. Yeah. Those ones are fine. Okay, so we have time for one donation before we get to the boss. All right, sounds good. We've got $33.30 from the Camelon. They say, had to donate during one of my favorite games. Pandora's skills are blowing my mind and commentary has been so insightful. This is my first time staying up past midnight to catch a GDQ run, but hopefully I'll get to bed by 3:33. Thank you very much for that donation. Nice. All right, so right now we're gonna do another save. I'm gonna grab my last item right there. I killed those zombies. Those zombies are also objects, just like the items I'm collecting. So right now what I'm doing is I'm modifying my heap, the heap on the memory, by unloading certain objects. We're gonna come back. Сейчас мы с помощью сейва будем прогружать какие-то объекты, которых еще не должно быть в игре. Okay, so we're right here. Это опять же манипуляция с памятью игры. From the ID of the last trapper I summoned, and we're gonna use that for something very interesting on this fight. Okay, so just wait for it. We're gonna get to this boss. Remember, this boss killed Paul or friend or beloved friend on one shot. Just insta kill. Okay. All right, let's see what we can do about it. This is quite the tough battle.
еще один босс-файт. Как понимаю, винтовка нам была нужна именно ради него, поэтому каких-либо трудностей не должно возникнуть. Да, один орб побежали. Okay, it's over. Or oops, turns out casting that trapper caused the Black Guardian to die. Yeah, it was just a big trapper. That's what the Guardian is. Док, ты понял, что произошло? Just a big trapper. Абсолютно точно могу сказать, что я уже не понимаю 90% происходящего. А если, пожалуйста? Я вижу клапы в чате в ГДК, так что все клево. Все. Какие у тебя в жизни ориентиры? All right, so normally we'd be doing Edward's chapter here, but we skipped it. And normally we'd be using Explosion to manipulate sanity effects, but we already exploded. So Pandora's going to be doing some different manips. Normally you could do no magic message, but it so happens that we need magic for some stuff. So you can instead use a no creature message for the text box. Yeah, and this is right here. So that's one. You gotta match B right after the spell to avoid sanity effects. Как понял, вот эта дверь, до того, которая была до того, как мы использовали ключ, мы ее никогда не открываем с помощью анимации, отмены анимации, так как это приводит к софтлоку игры. Ну, может привести. Видимо, это какая-то такая... Что-то на VR. Открываем сейф. Chapter gives you is the pickaxe, which opens up the secret room and lets you into the safe. Well, we already took care of that, so we don't need to do Edward's chapter. И находим там еще одну главу. Yep. Pandora's also collecting some... Oh yes, the penny, and we're collecting some extra items. Это была игра за Эдварда, за которого нам не нужно играть, поэтому мы этого не будем делать. Мы просто скипаем сразу. Inventory, so later on the game tries to clear a bunch of items from your inventory. Просто уйдя. If that's on the first section before you scroll down, it'll crash the game. So she has to duplicate some ammo here. Normally they would stack into one pile, but due to that trick she just did, they'll be in separate piles, which will push the Roberto page further down in the inventory, which prevents. И мы играем за Майкла. It's the same reason she still went ahead and used the lucky penny in the fuse box, because that's also another item that will cause a crash if it's in your inventory. Exactly. I just want bullets for my trapper, that's all. Это уже предпоследний персонаж. Now we're on to Michael's chapter. Michael is a firefighter, and he's been working during the Gulf War to put out all the flaming oil wells. Говорят то, что по лору этой игры Майкл — это пожарный, и мы отменяем анимацию подъем по лестнице, так же, как и анимацию открытия двери. Alright, so, that's a really tricky zombie right there. Alright, we have time for one. И сейчас снова время для донатов. Alright, we've got $200 from Saturn New Hakai. They say, I woke up specifically for this run. Hope everyone is in good health, but just in case, Narokath, Sandak, Chaturga. Thank you so much. And was that a real spell? Ну, вот эти типичные загадки 13-летней давности с светом. All my stamina is back. Great. Кстати, там в донате только что зачитали магическое заклинание. Если кому-то это внезапно стало плохо, то пеняйте на донат-ридера. То есть не на того, кто задонатил, именно на того, кто прочитал. Ну да. Когда ты читаешь заклинание какое-нибудь, ты же кастуешь его, а не тот, кто его написал. Правильно? Ну, наверное, есть какие-то исключения, но в целом, в общем, да. Приятно, что мы уже пошли на какие-то такие отвлеченные темы. Чувствую, как наш кастерский союз растет. Just like Cass mentioned, we lost our explosion, which means I cannot manipulate them anymore. I actually need to go for the luck on this chapter. That also means that I need to avoid a very good strat that allows me to almost completely skip a puzzle of the game.
Здесь сейчас идет вот опять такая своеобразная манипуляция раутом внутри каждой комнаты, чтобы враги были в недопонимании, что вообще происходит, и это позволит нам избежать файта с ними. Yeah, an interesting trick here. Pandora is going to get a sanity effect here, and she's actually going to use this to her benefit, because if you cast a spell during a sanity effect, the effects still happen, but you get your magic back. And with Michael not having a lot of magic, that's actually really important. Very good trappers right there. And now we're gonna confuse these two enemies. Манипуляция этими врагами. This is a bind spell. Okay, so it's a confused state. They're gonna fight each other. The first one that takes it, and the puzzle is the barrier disappears. Okay, so this fight can basically take between 4 seconds, which is the insta kill. We call that the sacred insta kill, and 1 minute and 10, which is a lot of variation. So right here we are on like 20 seconds, I think, so far. So this is already over average. Average is on 23. Вот мы сейчас натравили врагов друг на друга, и это сэкономило нам около полуминуты. Yeah, and that's actually very bad because they don't attack while they're yelling. Все враги определенного типа, вот большие монстры, не понимают, что происходит, они не реагируют должным образом на персонажа раннера. Here, Michael's entering the end part of the chapter. He's basically being told via the... Опять пропали все айтемы. Куда же они делись? Вообще непонятно. He needs to plant some C4, basically. He needs to magically enchant it and blow this whole area to smithereens. So that's kind of the plot going on. These voices are telling him to do that. And then there's going to be a nice little escape sequence, a la... is it RE... Which RE is it? Almost all of them. All of them? Oh, okay. Well, all of the REs and also Metroid. So this might look a little familiar if you've played those games. I've honestly never played a Resident Evil game. Вообще, конечно, очень интересно построить целую игру на таких больших взаимодействиях с тем, что происходит с каждым из персонажей. Именно это цените. И сейчас у нас escape-секция, нам нужно за определенное время покинуть это место. She's doing a magic pool. She chose the green one to keep her stamina up and restored. It's actually really important in this chapter. You're running by, you just run by a lot of monsters, no combat. It's not hard to find your way out. The level changes enough that it pretty much guides you. Да, и говорят то, что вот во время того, как запускается таймер, у нас меняется расположение врагов, и нам надо уже идти не по привычному маршруту, который мы первый раз проходили, а еще раз менять раут внутри каждой комнаты. Да, и вот говорят то, что если мы будем двигаться слишком медленно, то нас задержат уже и большие монстры. So keep your sanity up, Chad. Remember, very important. Okay, we're getting to the last one. So this is gonna be chapter 12. Alex herself, the girl, the legend. And she's gonna fight against spies. Последняя секция игры, последний наш персонаж, Алекс. Да. So, tell me about that. И это будет, насколько помню, самая долгая глава. Ну да, даже вот сейчас визуально вижу то, что в гайде по этой игре секция за Алекса, она на 4 страницы. Прошу прощения, на 3. We just gotta get 100%. Gotta get 100% on the next one. Yep, we just gotta get that. So coming up, there's going to be a light puzzle, basically. She's going to try to finish this as the same time that she's summoning a trapper.
А ты как думаешь, док успеет? 35 минут? Да, раннер зачислил. Думаю, да. Но не ставил. Я не лудоман. Ну, Нечего ставить. Да, вспомню Valley Desolation. Я уже все проиграл. Да, да. А какая там игра была, кстати? На которой проиграл? Да-да-да. Не скажу. Ладно, Тезура ранил Сириусом. Я не мог не поставить на Тезура. Легкая ставка была. Как говорится, нет пунтосов, нет проблем. Приятно, что ты вот отрицаешь все эти материальные ценности. Да, я ничего не терял. Я ничего не терял. Я ничего. Итак, прошло 13 лет. Who apparently is Alex's grandfather, but we didn't really see that. So it's a little bit busted right now. Alex has to go around and try to repair it because she's going to try to cast a massive spell. А сейчас вот в игре за Алекс нам понадобятся все заклинания, которые мы собирали на протяжении игры. So Alex is going to basically use a 9-point spell using these gigantic pillars in the city. Поставляем предметы на пьедесталы. And she's going to summon an ancient of her own that will cancel the other ancient out, and they'll have an ancient battle. Yeah, there's actually a very interesting like rock scissors, rock paper scissors, scissors paper. How do you say it? Rock paper scissors. Yeah. There you go. And it's kind of like it works just like Pokemon. It's the exact same colors, by the way. Yeah. Oh, reminder to save after this. Okay, thanks. And when Edward cast his big spell, it damaged the city and took all its power out. So Ставим последний артефакт. Repairing that tablet, putting the artifacts on, and recharging the city. Now the city is nothing more than one big 9-point spell casting machine. Yeah, it took 2,000 years for Pius. It's gonna take us less than 2 hours to do it. А вот уже идет упоминание легионера, который был нашим первым персонажем. Exactly. Now we can finally talk about multicast. И с которым мы встретимся в самом конце. Yep. Yeah, multicast is just you do a free cast, as mentioned before. And once the free cast happens, you can go ahead and cast a second one, and you can chain multiple spells this way. И мы можем кастовать сразу несколько спеллов, один за другим. Это не предусмотрено игрой, но проводя определенные манипуляции с меню, мы можем себе такое позволить. Yeah, not like that ever has happened to me, though. Yeah, it's not like that. Это позволяет нам комбинировать даже заклинания. Exactly. Not like 2 days ago. Это делает магию крайне эффективной. Forget about it. So now we're gonna set up for warm warp. Exactly, not ground warp, but warm warp. Warp. Cass. It does involve a worm or two. Worm warp involves a puzzle in this next room. Насколько знаю, вот уже непосредственно до Final Boss у нас будут сугубо пазлы. And then you have to regain your sanity, and then it resets the room. If that happens, then you reset your position back to the origin point of the room, and it just so happens that a bunch of these rooms in this place have their own origin points. So keep your eye on the sanity meter. It's going to restore in a room or two from now, and Pandora is going to use that to her advantage. Сейчас у нас восстанавливается значение нашего Sanity. It messes with the worms and it glitches out, and so she just carries forward this weird sepia hallucination, and she'll use that to get her sanity up to that threshold that I mentioned, and she'll reset to an origin point of a different room and skip a whole puzzle that is super long. Yeah, we're gonna go to the old days for a little bit. You know, right here, sepia effect. Доктор, Just need там those scan порядке? lines. Да, я живу.
I would love sepia scan lines. That sounds hilarious. Может, поговорим? Может быть, даже об игре? Okay, there's some interesting movement going right there. Вот мы бежим. Кстати, вот сейчас будет тот самый момент, о котором я говорил, мы будем бежать. А двери будем открывать? И двери открывать тоже будем. После будем еще чуть бегать. А пазлы? Чуть-чуть пазлов. Эх, вот бы еще в конце у нас был такой босс-файт. Может быть, даже с персонажем, который как-то уже участвовал в сюжете. Да, было бы очень-очень интересно на кое посмотреть. Ну, понятно, что тебе эта игра уже не так интересна, ты уже там все видел. Мало того, что играл, так еще и готовился. Ну, представь себе, вот не 13, а 14 лет назад, когда ты еще не знал про эту замечательную игру, которая изменила твою жизнь. Так. Что ты можешь сказать, видя ее впервые? Очень похоже на Resident Evil. Ой, я, кажется, что-то сказал. That's all you have to do. A little fun Easter egg is in that room. In the background, some of the models in there are old models from the N64 version. Да, конечно, бэктрекинг немного удручает, потому что даже поговорить толком не о чем. Ну а что тут? Может, ты скажешь, какие еще игры ждешь на марафоне? Безусловно, сразу же скажу GeoGuessr. Сегодня вечером. Рекомендую заскочить. Комментишь? Мы вместе с Мажелином будем комментить, да. Вдвоем? Мне что-то казалось, там второе. Два. Ну я, может, тогда, если вы не против, тоже к вам на GeoGuessr залечу. Я сомневаюсь, что я там нужен. В смысле? Ты не сомневайся. Ты нужен. Просто... Там, на самом деле, одного Мажелина будет достаточно. Но там же, насколько понял, какая-то такая нетривиальная категория, где один человек будет объяснять другому, где он находится. Они каждый год это делают. В прошлом году ничего такого не было. Может, конечно, пропустил? По-моему, был просто обычный GeoGuessr на 5 точек, которые надо было пройти на максимальный балл. Сказать, GeoGuessr'ов настолько много было на разных марафонах, что даже уже сложно сказать. И в основном, да, все из них были представлены Хавардом. А как вот, готов к Нью-Вегасу? Да, Нью-Вегас — это прекрасный ран. Там... Это будет очень здорово. Да, собрать 40 уникальных пушек. Actually, there's an invisible wall. Okay, it's because of that. But yeah, we also use this. Могу сразу сказать то, что вот мы опять с Догом будем комментировать вдвоем. В этот раз мы точно не будем полусонными мухами, которые не знают, что говорить. Потому что Нью-Вегас будет прекрасен. Так что приходите. Да. But that cutscene never happens if you can already see them, okay? So more target running right here. Just so they don't notice me. There's still a bunch. Вот у нас закончилась первая половина главы, даже больше уже. Нам осталось раз, два, три, четыре, пять рун, и будет босс-файт. Сколько понимаю. Yeah, we actually used to do that, like on 2019, or I guess even 2020, before we got tire running. Ooh, there might be some fireworks right here. Hopefully. 3 special friends hanging out for you. Let's see if I can do it for you. They want to take you for a trip.
Еще, кстати, могу очень порекомендовать перед самым закрытием марафона будет Metal Gear Solid. Категория все боссы. So last assignment of the run. What am I doing here? I'm doing a free guess. И не пропустите Тетрис. Прям очень-очень круто. Там будет рейс. Думаю, такого Тетриса еще многие не видели. Насколько помню, в 2015 или 2016 году на ГДК был Грандмастер Тетрис 3, который был абсолютно невероятен. Это было очень-очень интересно смотреть. А в этом году у нас нету дата-сблока. Вроде нету. Это, конечно, упущение, по-моему, с стороны организаторов, потому что сблок это всегда очень интересно. Да, если там есть хороший комментатор, который объясняет все. Но это на самом деле, по-моему, даже не так важно на тате, потому что в любом случае выглядит очень-очень эффективно. Зачастую слишком эффектно, так что ничего не понятно. Помню, на Марио Мейкере кому-то позвонили в скайпе или что-то такое там было. То есть Марио Мейкер перепрограммировали и сделали из него скайп. Что-то такое было. Но это не совсем ТАСС, по-моему. Это был именно ТАСС. Ладно. Ну, в ТАСС-блоке это был, по крайней мере. But yeah, that one can be very scary. That's what I say before. So something for you to Вот уже предпоследняя, по-моему, руна, I'm losing like a minute которую нам нужно активировать. just to make the marathon safe, you know? Because this game doesn't have autosave, you know? It's some older times we have to save manually. I did another save there for the last fight, which is Pious. So I'm probably not gonna be talking a whole lot during Pious unless something hype or something very bad happens, okay? So, you commentators, you take it from here? Yeah, here's Pious. So, they're both summoning their ancients, and while that's going on, Pious and Alex have to fight each other with their weapons of choice. Alex has a sword, and that's all? Question mark? Все, мы закончили с рунами. И время босс-файта. Здесь мы будем обузить отмену анимации шотгана, перезарядки, и будем его перезаряжать через меню. The ghosts of all of the people that have succumbed to the darkness over the course of the game are going to be coming back to fight against the artifact that Pious has, and see what happens. Also, no Cratch. Let's go. That's the first thing that has to align for us. No Cratch on the pause. Нам нужно дамажить артефакты, которые появляются после того, как мы бьем Пия, наверное, так его имя на русский можно перевести. So far, this is a really good artifact phase just because of how close it spawned each time. Вот перед нами предстает еще один персонаж, за которого мы играли до этого. Это перевод на русский язык у нас осуществляет чатик. Чатик. Да, как бы вы перевели Пайус, что-то такое. We call that artifact manipulation. We try to get Pious on very specific spots of the fight. But yeah, once you kind of lose your streak of good artifacts, it's really hard to go back to good artifacts later. It's really important not to get hit during any of the ghost phases because that brings you back to Alex, and then you have to hit the artifact again. Много фаз, где мы бьем Пайуса и атакуем артефакты за наших прошлых персонажей. Because now we saw how good Kareem was running. Now you see poor Max is just really not moving very fast at all. Get there, buddy. Oh, you can do it. Oh, these artifacts. Yeah, this is terrible. Just moving from one end of the hall to the other. Yeah.
И последний раз. И мы сможем покончить с этим боссом. But he's our boy anyways. Sir not appearing in this game. These horror games with the cut content. Where's the artifact? There it is. Okay, this is very good position. Alright, so coming up, Pandora's gonna use и вот как раз сейчас комментаторы говорят то, что будет отмена анимациям stack a bunch of damage. Шотгана. If you remember, she did an enchant a couple rooms ago that'll come into effect. Стреляем, перезаряжаем, потому что это быстрее, как это ни странно. It makes Pious warp away, and too far away it doesn't do that much damage, so... Yeah, and after a while he gets some shields that really nullify your damage. Oh, she did it. Yep. You need the Gladius for the first part of the fight, but once the artifact is destroyed... Нам не нужен дробовик. Ой, точнее, нам не нужен меч, если у нас есть дробовик. И это время, да. Чат. На самом деле, результат... Клапа. Результат более чем устраивающий. Я сейчас пытаюсь открыть ссылку Ранкома, которая у меня закрыта по какой-то причине. Поздравляю. Вполне вероятно, что это мог быть VR. Нет, там VR 24 Да, у или них, 25. да, у них RTA, к сожалению. Ну, конечно же, на V сложно сделать load remove. Но это очень близкий к VR ран на 2 минуты всего. Чтобы вы понимали, если бы не было бы VR, он бы все еще этот ран занял бы первое место. Lots of hype in chat for you. Nice. So, Раннер говорит, что надеюсь, что всем понравилась эта игра. If you want to do it, have a lot of tutorials out there. We are a small yet active community. If you ask anything on the Discord, we have a Discord for speedruns of the game. We're gonna answer there. I'm always willing to help runners. Also, if you don't want to run it, just play it. It's a great game. Like, it holds up very well. Awesome game for its time, and even today. Just remember to save, because it's not out of save. Remember to do that. Like you remind me. Да, и полетели шатауты. And something very important. I want to give some shoutouts. So I need to give big shoutouts to Sir. Sir, like I mentioned on the interview before, is the one great MVP, master, legend, glitch hunter of this game. Most of the technology we have in this game has been discovered by Sir. He doesn't run the game, but he just keeps discovering stuff. Eternal Darkness. Да, огромное спасибо мне, 13-летнему, за то, что я не запустил эту игру. Ой, 13-летнему, погодите, 13 лет назад сколько было? Мне, 8-летнему, спасибо за то, что я не запустил эту игру. All the hacking abilities you can imagine, basically. And of course, the old runners, you know, like Swiken, спасибо всем зрителям, что это, по-моему, последняя игра в хоррор-блоке, или что-то еще у нас будет. Могу проверить. Сейчас посмотрим. Следующая игра, да, она не похожа на хоррор. Эта игра тоже была не особо похожа, все уж совсем откровенно. Ну, нет, определенный ужас на меня навела она. Хотя вполне вероятно, что следующая игра последняя в блоке.